Приветствую вас, милые девушки! Сегодня хочу с вами разобрать, как же правильно выполнять вакуум и вообще, в принципе, для чего нам нужен вакуум живота, для чего его выполнять. Что это такое, с чем его едят и с чем его подают. Да? Смотрите, вакуум живота это просто неотъемлемая техника для того, чтобы профилактировать опущение внутренних органов, чтобы устранить опущение внутренних органов, чтобы избавиться от такой проблемы, как стрессовое недержание мочи, чтобы избавиться от вагинального метеоризма, тоже такая проблема, которая зачастую беспокоит женщин, и не только женщин в возрасте, и даже молодых девчонок. Такая проблема существует очень часто на данный момент. Точно также эта техника очень хорошо помогает для налаживания моторики кишечника, да, колоссальный массаж всех наших внутренних органов, всей нашей брюшной полости. Массажируются просто все органы нашего животика. Итак, давайте попробуем вакуум живота. Итак, давайте станем на ножки. Легче всего начинать практиковать вакуум в позиции рыбака. Ноги у нас стоят на уровне тазобедренных суставов. Корпус наклонен вперед. Руками упираемся выше коленей в бедра. Спина ровная, голова и шея продолжение позвоночника. Нигде никаких перегибов, нигде никаких перекосов. Весь позвоночник ровный, руки упираются ровными также в бедра. Итак, мы делаем вдох. Далее мы делаем, уходим вниз, делаем форсированный выдох. И с помощью ложного вдоха подсасываем животик внутрь. Животик, подсасываясь внутрь, увлекает за собой вверх все внутренние органы. Выглядит это таким образом. Также очень важный нюанс. При работе с вакуумом существует работа с замками, с бандхами. И очень важно их в последовательности, в нужной правильной последовательности их закрывать и при выходе из вакуума их открыть. Итак, какие у нас существуют три замка, с которыми мы будем работать при вакууме. Это верхний горловой замок. Его мы закрываем с помощью перегиба верхних шейных позвонков путем опускания подбородка вниз. Мы опустили подбородок вниз и слегка подали затылочек назад. Вот происходит такое движение, как будто представьте, что рука наша – это шланг. И мы хотим пережать, чтобы водичка не шла. То есть мы перегнули и клац, чуть-чуть как бы увели назад. То есть вот такое движение. Нагнулись и клац назад. Вот так же и подбородок опустили вниз и затылочек немножечко подали назад. Это горловой замок, он будет закрыт. Второй замок брюшной. То есть это будет сам вакуум. То есть когда животик подсасывается внутрь, тем самым закрывается брюшной замок. И третий замок, корневой замок, это мула-бандха, это наши мышцы тазового дна. То есть путем сокращения мышц тазового дна мы закрываем этот замок. Есть правильная последовательность закрытия этих замков. То есть самым первым у нас закрывается при заходе на вакуум, самым первым закрывается горловой замок путем опускания подбородка к груди. Далее вторым замком будет закрываться корневой замок, мы подтягиваем мышцы тазового дна, и потом, уже увлекая животик вовнутрь, закрывается третий замок брюшной. Итак, разбираем все последовательно. Мы делаем глубокий вдох, опускаемся вниз с выдохом. Здесь
мы закрываем горловой замок. Внизу мы подбородок увлекаем к груди, затылочек немножечко поднимаем вверх. Таким образом, горловой замок у нас получается закрытым. Далее мы закрываем корневой замок. Мы подтягиваем мышцы тазового дна, вырастаем на прямые руки вверх в позицию рыбака. Здесь у нас закрыт уже горловой замок и подтянуты мышцы тазового дна, закрыт корневой замок. И теперь мы выполняем упражнение, которое называется ложный вдох. Когда у нас перекрыт горловой замок и вдохнуть нам нечем вдохнуть, у нас воздух не может подсосаться ни через нос, ни через рот. И мы как бы делаем вдох как будто легкими, как будто вот грудной клеткой мы всасываем в себя воздух. И так как воздуху взяться неоткуда, этот воздух будет идти из брюшной полости вверх, тем самым будет подсасываться животик внутрь, увлекая за собой вверх внутренние органы. Итак, мы закрыли уже горловой замок и корневой, да? Здесь у нас уже полный, мы сделали выдох еще внизу, мы выросли на прямые руки, и здесь уже мы делаем ложный вдох, подсасывая животик внутрь. Далее мы отпускаем живот из вакуума. Первым отпускаем живот. Потом мы отпускаем мышцы тазового дна. Уходим опять вниз, вниз, вниз. И как бы вот здесь мы проныриваем. Как будто мы хотим вынырнуть из воды. Взгляд мы устремляем вперед. И здесь мы выныриваем вверх, вверх. Открываем горловой замок и выныриваем вверх. И здесь мы делаем вдох. Только когда наш взгляд устремился вперед, вот эту вот линию горизонта мы пересекли, вот здесь мы делаем только вдох. Не внизу, а только вот когда уже мы выныриваем, и вот здесь мы делаем вдох. У нас полностью уже открыт горловой замок, и здесь мы делаем вдох. Если мы неправильно делаем вдох до того, как наш горловой замок открыт, вы почувствуете такой дискомфорт вот здесь в области шеи, так как здесь есть эндокринные узлы, и все это связано очень тесно, переплетается с нашей гормональной системой, потому что с помощью вакуумных техник мы также прорабатываем нашу гормональную систему. Поэтому очень важна последовательность открытия и закрытия замков. Это очень важный фактор. Итак, давайте пробовать вместе. Взгляд перед собой. Мы делаем вдох. Выдох, выдох, выдох. Уходим вниз. Закрываем горловой замок путем опускания подбородка к груди. Подтягиваем мышцы тазового дна. Вырастаем на прямые руки. И здесь подсасываем животик внутрь с помощью ложного вдоха. Все три замочка плотно-плотно закрыты. Постояли в вакууме комфортное время. Отпускаем живот. Вторым отпускаем тазовое дно. Уходим вниз. Проныриваем. Как будто мы выныриваем из водички. Вот здесь, на уровне горизонта, мы открываем третий горловой замочек. Делаем вдох, 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 вдох. И вырастаем наверх. Давайте я сейчас покажу без комментариев, да, чтобы вы видели, как это выглядит, что зачем. Если вы будете выполнять вакуум каждый день натощак, это обязательное условие, вакуум выполняется натощак, вы избавитесь от множества проблем с пищеварением, со стрессовым недержанием.
с опущением внутренних органов, повысите свое либидо, соответственно, повысите свою самооценку. Смотрите, сколько бонусов, и всего лишь одно упражнение.